Электронная музыка. Вы, наверное, не знали, но ей уже чуть ли не сотня лет, а то и больше. Люди тогда посвящали свои силы и время на то, чтобы расширить понятие музыки и подарить музыкантам безграничные возможности в экспериментах со звуком. И благодаря этим дяденькам, которые творили всякие странные интересные штуки с пленками, изобретали новые музыкальные инструменты и проводили свои умные исследования в области звука и музыки, мы теперь можем наслаждаться таким зашкаливающим количеством хороших треков. Это я к чему? В принципе, ни к чему. Просто Aphex Twin тоже электрический музыкант, и так уж вышло, что почему-то именно он является лицом почти всей умной электронной музыки. Вы могли либо видеть мемы с вот этим смешным лицом, либо слышали вот этот трек в рандомных видео, либо часто видите его в мэшапах, или вы уже давно знакомы со всей его дискографией и не понимаете, зачем я так крепко держу в курсе. Но не переживайте, дальше держание в курсе станет еще больше, и мы поговорим о том, кто он такой, чем известен, почему для понимания его треков требуется IQ больше 120 и почему его так любил Епифанцев. Aphex Twin. Зовут его Ричард Дэвид Джеймс, и свою молодость он прожил в Корнвалле в Англии, в месте, где было сложно отыскать нормальное музло, и поэтому он решил писать его сам для себя и своих друзей еще лет в 12. Свои первые попытки в музыку он начал делать на ZX Spectrum, олдовом подобии компьютера, на котором игры в теории звучат намного круче, чем играются. Вообще, в создании и синтезировании звука он был заинтересован даже раньше, чем, собственно, в самой музыке. И где-то с 13 лет он уже начал серьезно клепать демки, вдохновляясь Acid Techno. Спустя какое-то время он начал релизать свои детские творения в форме епих, но я не буду затрагивать его самое раннее творчество, вместо этого я просто посоветую послушать компиляцию Classics, на которой собраны лучшие и определяющие треки его самых ранних годов. И прежде чем перейти к его дискографии, я сразу же предупрежу, что в этом видео не будут обсуждаться его сайт-проекты, во-первых, потому что слушал я их не так много, к сожалению, а во-вторых, тогда видео бы затянулось на пару часов точно. Чтоб вы понимали масштабы его дискографии, у него где-то около 15 сайт-проектов, на каждом из которых что-нибудь дорелизнуто и очень много не релизнуто. Например, у него было несколько аккаунтов на SoundCloud, лишь на одном из которых было залито 175 треков, на каком-то, по-моему, еще больше. Все это достойно внимания, и ни один true фанат Aphex не будет упускать такие сокровища. Но я-то позер, поэтому мне уже можно переходить к интересному. Первый альбом вышел в 1992 году и является самой важной работой в его дискографии, самым доступным альбомом, который могут послушать даже незнакомые с электронной музыкой люди, и, соответственно, самым известным и часто упоминаемым. Давайте по порядку разбирать, чем он так важен и хорош. Сразу стоит сказать, что Selected Ambient Works носит такое название не потому, что это альбом в жанре Ambient, тут это слово используется скорее в своем прямом смысле. То есть это треки, цель которых погрузить в себя, утопить в звуке и не отпускать на время прослушивания. Но благодаря такому названию Aphex неосознанно создал жанр Ambient Techno. По сути тоже техно, только чуть более релакснутое, и в нем скорее всего будут использоваться Ambient пады. Те самые, что создают вайбовые саундскейпы и полностью обволакивают звуком. Aphex Twin, конечно, не первый, кто пришел к такому звучанию, что-то подобное было уже как минимум у Biosphere, но, как это обычно бывает, он именно популяризировал и докрутил его, поэтому докапываться тут просто глупо. Для электронной музыки это был настоящий прорыв, и не факт, что без него такие артисты как Autechre, Orbital, Global Communication и даже Boards of Canada нашли бы свой уникальный звук. Каждый трек с этого альбома отличается от предыдущего, хотя с этим можно поспорить, и вышеперечисленные артисты словно поделили эти треки между собой, кому что больше понравилось, и построили вокруг них почти весь свой стиль. Если вы до этого никогда не втягивались в электрическое музло и слышали только Skrillex, то я завидую вашей базированности, то этот альбом станет отличным вводом в тусу прям с первого трека. Кста насчет первого трека. Кстал. Вещь однозначно стоящая внимания, потому что я думаю, не только у меня этот трек самый заслушанный из всей дискографии Aphex. Не знаю, откуда в нем столько магии, но в нем правда прекрасно вообще все.
На первый взгляд может показаться, что трек будто бы плохо сведен, но чем дольше слушаешь, тем больше понимаешь, насколько подобный звук решает, и что он играет важную роль в создании нужной атмосферы. А вот какой-нибудь Green Calx уже сильно отклоняется от ambient техно в сторону традиционного эйсида. А еще тут есть сэмпл, который звучит как... Несмотря на огромное обилие идей, которыми напичкан альбом, он все равно продолжает звучать целостно, в отличие от его некоторых других работ, где разнообразие, конечно, намного очевиднее, но это, по моему мнению, несколько портит экспириенс. Шикарный альбом и must listen для любого музлодрочера. Несмотря на то, что в названии альбома написано, что это часть 2, он сильно отличается от своего предшественника. На этот раз это действительно ambient, здесь лишь иногда будет промелькивать ambient техно, а в остальном альбом старается придерживаться минимализма и ограничиваться только синтами и падами. Ну, либо Aphex просто полстречил треки, как все современные Bandcamp дрон-музыканты. Я такой же. Для кого-то именно этот альбом стал самым первым знакомством с эмбиентом, скорее всего даже случайным, потому что многие люди, в том числе и я, начали слушать его, не зная о том, как сильно он будет отличаться от всего остального, что делал Aphex Twin. 2,5 часа самых разнообразных идей и настроений. Жуткие, гнетущие ландшафты здесь соседствуют со спокойными и умиротворенными. И вот с этого момента начинается моя личная проблема с альбомом. Воспринимать его как фоновую музыку мне достаточно сложно. Большинство треков как-то растворяются на фоне, что я попросту перестаю их слышать. А вот когда я вышел погулять под него зимой, полностью окунувшись в его объятия, вот так вот да, вот так вот с кайфом. Думал я, а потом начали играть всякие жуткие треки, которые, может, и создали достаточно сюрную атмосферу на контрасте, например, с третьим треком, но разрушили предыдущий дзеновский вайб. А гулять под такую жуть, особенно по дворам моей деревни, как-то, знаете, не очень комфортно. Несмотря на мои претензии, я могу понять людей, которые обожают этот альбом. Все-таки как минимум половина с него мне очень даже нравится. А если учитывать то, что сам Aphex говорил, что вдохновлялся снами и пытался заключить их в свою работу, то у него однозначно получилось. С этого альбома Aphex Twin начинает проявлять свою шизоидно-долбанутую сторону, о чем думаешь сразу, как только видишь эту обложку. После нее его лицо станет своеобразной традицией на какое-то время и будет фигурировать еще много где. Просто потому, что электронные челы обычно скрывают свои лица, но у Aphex была Rebellious стадия, и он делал все наоборот. Кстати, за все дальнейшие искривления его рожи будет ответственен чувак, известный как Weirdcore. Да, это не только модная хайповая штука для нетакуси с ТикТока. Даже по сей день они корешатся, и Weirdcore все еще остается ответственным за этот долбанутый эпилептический визуал концертов Aphex. I Care Because You Do можно назвать переходной точкой в его творчестве. Он начинает показывать свой будущий вектор развития в лице drill and bass битов, но не забывает про прошлые работы, из-за чего на альбоме сохраняется идеальный баланс между чилловой стороной и долбежкой. Интересный экспириенс, сидишь такой балдеешь, значит, а потом как винтолин долбанет и не заметишь, как словил плюс тинитус. Но в отличие от предыдущего эмбиента, до которого я докопался за отсутствие целостности, что несправедливо БТВ, с этим альбомом почему-то все нормально и даже более. Здесь контраст работает, из-за чего после всяких винтолинов что-то типа Альберта Бальзама может даже заставить пустить слезу, и офигеть с того, что какие-то блип-блупы могут быть столь душевными. Электронная музыка — это очень абстрактная штука. Сам Aphex так говорил, но он как раз-таки один из немногих, кто, несмотря на это, умудряется делать вещи, в которых отчетливо ощущаются эмоции и душевность так и хлещет. Рад слышать, что его сын идет по стопам отца. Я считаю, что это достаточно недооцененный альбом и готов пожать руку людям, которые считают его лучшим в дискографии. После него Aphex уже не будет пытаться вернуться к истокам, и почти на каждом альбоме будет именно IDM, элементы drill and bass и очень мало намеков на ambient техно.
IDM это, кстати, вообще очень смешное название. Расшифровывается оно как «умная танцевальная музыка», поэтому флексить под такое смогут только Fivehead. Почти все признают, что это определение очень тупое, и сейчас оно вбирает в себя такую электронную музыку, которую сложно заключить в рамки других, более узких направлений, будь то из-за ее нетрадиционности, экспериментальности, ну или если она просто звучит как говно. Мега хорош. На Ричарде Джеймсе Aphex полностью меняет стиль. На Ричарде Джеймсе Aphex начинает делать пенис мьюзик. Не осталось ни следа того, что он делал раньше, не считая периодических отчетливо слышных ambient текстур. Сразу же в уши бросается звук. На всех прошлых альбомах Aphex делал музыку через аналоговые инструменты, но этот альбом почти полностью создан на одном компьютере, из-за чего люди до сих пор обсуждают, хорошо это или плохо. Кто-то считает, что аналоговый звук был намного лучше, приятнее и теплее, и вообще все это делало его музыку по-настоящему живой. А кто-то, наоборот, думает, что нынешнее звучание более современно, и именно такой должна быть электронная музыка. Лично мне поеба. Самой примечательной вещью сразу становятся драмки на альбоме, которые звучат максимально долбануто для того времени. Тогда мало кто выкручивал джангл до такой степени. Первого и до последнего трека с небольшими паузами альбом будет вываливать реально лютый поток барабанов, но даже учитывая это, он все равно умудряется быть гипнотичным и в какие-то моменты даже душевным. Fingerbeep, например, стоит наравне с любым другим emotional треком Aphex. Самое удивительное это то, насколько альбом уникален по отношению к любой другой подобной работе в том же жанре. И я как-то даже и не могу понять почему. Перкуссию обузил не только он, есть всякие сквер-пушеры, Venetian Snares и подобные. Возможно, это из-за того, что, несмотря на такую долбежку, альбом все равно очень музыкален. Мелодии в сочетании с барабанным хаосом раскрываются со всех возможных сторон, и все это заставляет испытать такую смесь эмоций, слов для которой просто еще не придумали. Причем все это происходит за полчаса. Да, это самый короткий альбом Aphex. На меня Ричард Ди Джеймс произвел самое сильное первое впечатление, и, наверное, это единственный его альбом, который я полюбил прям с первого прослушивания. Остальным все-таки потребовалось немного больше времени, чтобы я оценил их по достоинству. Предпоследний на данный момент альбом Aphex Twin, который он выпустил в торопях, боясь, что его могут слить за него, потому что он забыл в самолете свой плеер, на котором была куча нерелизнутых треков. Я правда думаю, что это не сильно сказалось на его качестве и содержании. На я без понятия, как это произносить, Aphex разошелся с экспериментами и мешаниной по полной. Здесь есть acid техно с кучей нереально лютых драмок, небольшие пианинные трекичи, один из которых, мне кажется, знать должны очень много людей, я про Avril 14, электроакустические сессии, где он возомнил себя ксенокисом, и немного эмбиента. Дело в том, что из-за этого в очередной раз сильно страдает целостность и пейсинг альбома. Я бы даже сказал, очень сильно. IDM здесь нереально хорош, что если бы на Drax был только он, то альбом стал бы чуть ли не моим любимым у Aphex. Пианинки тоже хороши и показывают новый талант музыканта, но некоторые из них намного хуже других и руинят тот крутой контраст, который мог бы быть. Остаются электроакустик треки, и тут, такое, почти все из этого достаточно скучное по сравнению с передовыми представителями жанра. Но знаете что? Я считаю, что у Aphex должен был быть такой альбом. Альбом, который сочетает в себе очень много разных стилей и пытается показать все возможные приколы и таланты. По-моему, учитывая сильные отличия его предыдущих работ, этого ждало реально много фанатов, и для них, возможно, это стало альбомом мечты. Так что я надеюсь, я выкрутился от хейта в свою сторону, простите меня, люди, любящие Drax, но я слушаю отсюда только IDM. А еще мне всегда смешно представлять разговор двух фанатов этого альбома. Какой твой любимый трек? Мой это Бдхуйон Корд, а мой Коквер 10. Да, забавно. На данный момент последний альбом Aphex Twin,
вышедший аж спустя 13 лет после Drax и даже выигравший Грэмми как лучший электронный альбом года. На Грэмми он, кстати, так и не пришел. В этот раз здесь не будет сильных отклонений от привычного звука и хаотичного разнообразия. Теперь все выдержано в одном стиле, и в итоге мы имеем... просто нормальный альбом. Aphex не пытался экспериментировать и на этот раз решил сосредоточиться на том, чтобы докрутить один из своих стилей до максимально сильной формы, из-за чего мы получаем самый многослойный альбом в его дискографии. Отвечаю, с каждым разом Сайра кажется все лучше и лучше, и я начинаю замечать все больше и больше слоев и деталей. Сам Aphex говорил, что выжил из альбома столько, что ему уже и не хочется делать ничего в этом стиле. Да, многие были разочарованы как раз из-за того, что Сайра слишком однообразный, будто бы не расширяющий рамки. Но даже так, это все равно добротный IDM и, по-моему, отличный камбэк спустя 13 лет. Вроде как делался он с большим трудом в 6 студиях, и в один раз он все так стрёмно настроил, из-за чего приходилось начинать заново. Но вот сам альбом лично для меня звучит так, словно он делался где-то на даче, в свободное время, рядом с камином, из-за чего вышел такой душевный, уютный, теплый IDM. Хотя, скорее всего, подобное восприятие я обрел после сэмпла носочков. Короче, альбом на любителя, но для этих любителей он может стать чуть ли не самой лучшей вещью, что они слышали. Окей, альбомы я затронул все, из важного остается только одна EP-ха и один сингл. Come to Daddy. Это EP, вышедшая в 97 году, которая по каким-то причинам набрала значительную популярность. Вроде как клип на одноименный трек крутили по MTV. Прикол в том, что трек, наверное, самый переоцененный у Aphex, и воспринимать я его могу только как разовый рофл и больше никак. Например, я сказал подруге, что делаю видео про Aphex Twin. Она загуглила, кто это, и первый трек, что ей попался, был как раз таки Come to Daddy. Больше мы не общаемся. Хотя, кстати, Izus оттуда мне очень нравится. А вот сингл Window Leaker можно смело назвать определяющим треком Aphex, пиком его творчества, где он смог сжать кучу электронных приколов до одного самого попсового трека в его дискографии. Именно так звучал бы поп в исполнении IDM-щиков. Клип на этот трек также крутили по MTV, и он просто охренительный. Где вы еще увидите такого крутого Aphex, который потом танцует с толпой девушек с лицом Aphex? Заслуженно популярный трек, который вы, кстати, могли слышать по радио у Flying Lotus в GTA 5. Учитывая все вышесказанное про альбомы Aphex Twin, можно проследить за тем, как благодаря его работам менялась электронная музыка. Популяризация и изобретение ambient техно, которая стала наглядным примером того, что блип-блупы — это не только музыка для обдолбышей на рейвах, но еще и для тонких и глубоких личностей, которые благодаря своему IQ выше среднего могут четко и по полочкам обосновать, что это не альбом скучный, а вы просто не понимаете. Затем Ambient, который Aphex, можно сказать, пропиарил для своей аудитории, показав, что это вообще такое, так же, как и я своим любимым анимешникам поясняю за музыку, да? Потом отклонение к более грубому звуку, где он достаточно плотно приблизился к понятию IDM и вообще показал все его приколы, а потом сделал это еще раз, только за более короткий промежуток времени, выкрутив свою абсурдность на максимум и сделав все на ПК. Показал много своих талантов, записав свой самый разнообразный альбом, с которого потом Канье возьмет сэмпл, а его команда попытается послать Aphex нахер и не заплатить. Ну и сделает достаточно неплохой камбэк в 2014 с альбомом, который является самым широким собирательным образом всего определения IDM. И все это сделал какой-то смешной мужик, любящий корчить рожи, жертва избиения русских гопников и отравленного беляша, женатый на русской девушке, релаксирующий и балдеющий на концертах, распространяющий о себе слухи, что живет в заброшенном банке и катается на танке по городу, и лично пойманный диким Епифанцевым, чтобы тот дал ему интервью. Достойно уважения, я считаю. Обо всех подобных забавных фактах написано уже очень много, даже на русском. Поэтому воздержусь от рассказов о том, чего же такого смешного напридумывал про себя Aphex. А вот его вклад в музыку очевиден.
Если бы не он, то электронная музыка могла бы все еще остаться на стадии зарождения. Так что давайте все дружно поблагодарим Ричарда Дэвида Джеймса за изобретение музыки. Все.